Так, ребят, всем привет! Сегодня тоже хочу с вами поговорить на тему глобального мира, на тему политики, которая сейчас нас окружает, и то, что происходит сейчас в мире, ввести некоторые свои комментарии, а также рассказать о том, что мне приходило с тонкого плана. Как вы сейчас знаете, я очень активно наблюдаю за тем, что происходит и вокруг ситуации с Россией и Украиной, и вокруг ситуации, происходящей с Европой, новый разворот США и так далее. Пытаюсь тоже свое видение, да, и свои ощущения описывать вам, то есть держать вас в курсе дела. Тем более, что происходят такие события, которые все больше и больше обличают глобалистов, загоняют их в состояние некого не то что тупика, я не скажу, что они в тупике, но по моим ощущениям на данный момент они в таком рассинхроне, растерянности даже, я бы сказала, потому что они теряются, то есть, знаете, такое ощущение, вот когда человек теряется в пространстве, теряется вот в реальности, то, что происходит, то есть, когда он теряет контроль. Вот этот момент, когда человек теряет контроль, и он понимает, что он не может, вот какие-то процессы, они выходят из-под его контроля, и, как я вам уже говорила ранее, вот ниточки, да, по одной рвут, и сейчас вот это особенно чувствуется, то есть у меня ощущение с тонкого, что уже они начали ощущать то, что многие нитки порваны, и уже они не могут как бы контролировать вообще события так, как они это делали раньше. То есть даже не людей, структуры, а именно события. У них утратился контроль над многими событиями. Просто события текут, а они не могут их контролировать. И это очень хороший сигнал, то есть я прям радуюсь этому ощущению, потому что они все-то не теряют надежды свое гнуть, то есть то, что они хотели. Например, допустим, я вам говорила про то, что вообще, в принципе, сам конфликт даже вот внутри Европы с ядерной державой, да, с Россией был развязан с одной единственной целью. Как бы не с одной, но одна из ключевых целей была это ядерка. Я рассказывала вам, что они хотели бы устроить такой контролируемый ядерный взрыв, то есть и сказать, что это была какая-то ядерная катастрофа, да, сделать вид, как с вот этой вот ковидлой в свое время, что это там что-то там такое, что вот человечество не могло там, да, вот предотвратить это, потому что это якобы какая-то случайность произошла, но на самом деле мы уже знаем, да, что это все лаборатория. И здесь то же самое, что вот там это вот коллапс такой, да, который якобы произошел случайно, но это все было запланировано контролируемо для них. То есть я вам говорила, что им не удалось это сделать, не получилось. Но буквально недавно, то есть это как-то событие, оно особо всплеска какого-то не вызвало. Я хотела его осветить, но что-то вот начались вот эти вот переговоры в Стамбуле, я решила, что лучше я как бы их посмотрю на тонком, но событие, тем не менее, вызвало у меня очень плохие ощущения, которыми я решила поделиться. Это события, которые были связаны с Индией и Пакистаном, где в начале мая из-за определенной террористической организации, а мы с вами знаем, кто спонсирует все террористические организации, да, мы далеко не глупые люди, понимаем, что все вот эти вот а-ля террористы, это все управляется глобалистическими структурами, которые управляют и черным рынком, и как бы вот всеми такими группировками. То есть при помощи этих группировок делают там перевороты и так далее. Так вот, и при помощи террористической там вот какой-то организации на границе Пакистана и Индии, а это на минуточку ядерные державы, да, был спровоцирован конфликт, где и Пакистан, и Индия ответили друг другу какими-то обстрелами, начались разборки, началось какое-то нагревание конфликта, и как только я почувствовала этот конфликт, я поняла, что пытаются вот спровоцировать, там не получилось, то есть в России уже не получается спровоцировать ядерный конфликт,
попробовали сделать в другой точке, попробовали вот этот момент зажечь, то есть искру, да, выбить, из которой потом разгорится огонь, но у них это не получилось. То есть все-таки Пакистан и Индия, тьфу-тьфу, что там все адекватные в этом плане ребятки, они сразу поняли, чем запахло, и этот конфликт быстро умяли, тем более даже... Может быть, кто-то, кто за новостями следит, видел, что как только там что-то вспышка вот эта пошла, да, искра между Индией и Пакистаном, Дональд Трамп сказал, это должно быстро завершиться. То есть он сразу же начал говорить про этот конфликт тоже и сказал, что эти ребята должны сразу сложить оружие и не поддаваться. То есть, опять же, мы видим то, что несмотря на то, что глобалы, вот эти вот организации, которые хотят мир погрузить в хаос, они там свою вот эту вот момент, который они хотели сделать, прозевали, но они не теряют надежды, то есть они хотят свои планы все равно воплощать. Но сейчас уже, да, у них не получается это сделать так, как они делали раньше. И что бы я вообще хотела в этом ролике главное сказать? То, что наконец-то их начали обличать. Вот я сейчас смотрю, и я прям вижу то, что активно очень делается. Активно делается как со стороны очень интересных людей. Я вам говорила, да, о том, что будут показывать, то есть будут обличать, как вот еще старое мое видение, которое было вот когда Трамп и Байден боролись за президентское кресло. Я там видела Трампа, он боролся с Клинтон. Почему-то я тогда видела вот эту Клинтон, хотя он на тот момент уже закончил, да, вот эту предвыборную гонку с Клинтон, он уже срок свой вот первый президентский кресло уже все как бы провел. И я уже после этого видела это видение, и что он боролся с Хиллари Клинтон, а потом, когда вот они там выступали, все вот это яркое, да, там метали опять вот этот бисер, грубо говоря, свой, экран включился, да, на заднем фоне, и начали транслировать правду, то есть показывать, обличать это все, как оно есть на самом деле, и люди просто смотрели и были в шоке, да, и вот она, эта красивая Клинтон, которая вот этот бисер рассыпает, и вся правда о том, что происходит закулисно, да, что на самом деле представляют эти люди. И сейчас я вижу, как там вспышки, особенно в Европе, да, вспышками просто обличают людей, обличают вот этих демократов, так называемых, в Европе. Что мы можем видеть? Та же самая АДГ в Германии, да, когда вот Илон Маск, там, Дональд Трамп, Рубио, по-моему, я уже не помню. Ну, в общем, вот эти вот ребята, которые сейчас пришли к власти в США, начали говорить о том, что Германия стала несвободной, о том, что есть проблемы миграции, о том, что если немцы хотят, чтобы Германия процветала, да, вылезла из какого-то болота, они должны голосовать за АДГ, да, они должны посмотреть на эту партию, потому что эта партия имеет хороший очень достаточно голос, да, они говорят о каких-то здравых вещах. И практически сразу после этих высказываний АДГ объявляется террористическая организация в Германии, то есть единственный, грубо говоря, политический оппонент, да, вот там после выборов все, они сразу их делают там вне, грубо говоря, закона, объявляют там какими-то ужасными террористами и говорят о том, что это какие-то экстремисты, там, сепаратисты, террористы и так далее. И тут же мы видим, происходят выборы в Румынии, где сначала люди голосуют не за того кандидата, вот, и его обвиняют в какой-то просто ерунде, то, что люди делали какие-то тиктоки, вот, с его там какими-то лозунгами или чем-то таким, агитировали за него якобы, вот, причем сами же румыны, да, что якобы вот там в ТикТоке какие-то видео были, хотя этим пользуются все абсолютно, вот, его просто выборы отменили, запретили, все, начиная от фон дер Ляйен, заканчивая там последней шавкой Макроном, все там нагавкали о том, что это ужас какой-то там творится, и в итоге выборы отменили, и тот кандидат, которого выбрали люди,
просто объявлен был вне закона, якобы он что-то нарушил, якобы какие-то левые страны там вмешались в выборы и так далее. И далее мы видим, проходят очередные выборы в Румынии, вот недавно они закончились, выбирается правильный кандидат, который надо, точнее как, сначала лидировал неправильный кандидат, люди все начали выбирать его, потом машины быстро там пересчитали, ну, мы знаем, как это происходит, да, когда там мертвые голосуют за Байдена и так далее, мы уже видели, вот, в Румынии, наверное, тоже там восстали люди из кладбищ, из могил, чтобы проголосовать за этого правильного кандидата, ну, и побеждает тот, кто надо. И потом Павел Дуров публикует у себя то, что значит, Германия, точнее, ее разведка, да, или как вот, как у нас ФСБ, там, да, грубо говоря, ну, вот ее какие-то службы звонят ему и говорят о том, чтобы он блокировал какие-то не те голоса, да, которые голосуют за левого кандидата, вот, в Румынии, чтобы просто заткнуть рот людям, которые имеют свое мнение, да, относительно того, что Румыния должна пойти другим путем. Также всплывает история из того, что Молдова вмешивается в выборы в Румынии для того, чтобы выбрать вот этого правильного кандидата. То есть Франция, Молдова, еще там, я более чем уверена, другие страны Евросоюза, включая там вот эту вот во главе с вот этой фон дер Ляйен, да, почему-то она мне напоминает старуху Шипокляк, помните, вот такая вот была, советского мультика, начинают, да, вот это вот все делать за нужного им кандидата. И в итоге, что вы думаете, кто-то восстал, кто-то начал там говорить о том, что вот, было вмешательство, надо отменить выборы. Нет, конечно. Вмешательство было только когда не того, кого надо, выбрали. А когда кого надо, вот, хорошо, все нормально. Причем самое интересное, на днях тот кандидат, который проиграл, то есть он подал иск в Конституционный суд Румынии о том, что было вмешательство в выборы со стороны Молдовы и со стороны Франции с доказательствами. Причем сам Павел Дуров сказал, что он готов вылететь в Румынию и там дать показания в суде о том, что вот действительно с Францией было вмешательство, попытка вмешательства, и что они действительно вмешивались в выборы в Румынии. Но до суда дело не дошло, потому что, как вы думаете, что? Правильно, Конституционный суд — это не суд, это покупная помойка, которая сказала, что выбрали кого надо, кому надо, да, мы тут тоже сидим, прикрываем кому надо жопы, а вы сидите и не гавкаете, да, и вообще запихайте свою писюльку туда, откуда вы ее вытащили, она закрыта, рассмотрению не подлежит, и, значит, повторное рассмотрение там или еще что-то не будет этого всего. То есть, понимаете, да? И это все на глазах у людей. И, знаете, я, конечно, подозреваю, что есть напрочь отбитые, вот прям вот напрочь лишенные мозга, отбитые вот с одной извилины от уха до уха прямой люди. И они будут жить в своем иллюзорном мире, где не надо думать, да, где думают за тебя и будут вот до последнего верить в Деда Мороза, который приходит по ночам и раздает конфеты, и будут всячески отрицать правду, потому что правда будет болезненна, да. А правда — это то, что происходит, вот она, на поверхности. И то есть, чтобы вы понимали, эту правду обличают не какие-то там блогеры с Ютуба, да, типа там меня или других ребят, кто говорит: смотрите, глобалисты, да, смотрите, вот там нарушение какое-то идет, еще что-то, то есть, и которых там обзывают: о, ха-ха-ха, конспирологи там какие-то, да. Вот, кстати, вот это вот высмеивание — это один из проектов ЦРУ.
на самом деле, что было, по-моему, это называется проект «Пересмешник», а на самом деле я не помню, но один из проектов ЦРУ, когда начала всплывать правда, когда люди некоторые начали об этой правде говорить, то есть этот проект был направлен на то, чтобы высмеивать этих людей, называть их какими-то там конспирологами, называть их какими-то там ха-ха-ха, посмотрите, они там умалишенные, какие-то странные, там и так далее. То есть, да, для того, чтобы посчитать их ненормальными, и чтобы общество прошло мимо этой правды, да, для того, чтобы эта правда осталась незамеченной. Мы это все видели очень ярко во время вот этой вот пандемии, вот этого фикусобесия, когда там людей просто ебанили на ютубе за это слово, да, то, что люди предупреждали за Ширева, то, что люди говорили, что вот этой вот гадости как бы надо избегать и так далее, да, что вы подумайте головой, вообще здравым смыслом и так далее, да, на что вы вообще подписываетесь, просто даже из каких-то рациональных моментов, что это все не прошло испытание, это все вообще непонятно, что это, да, и все это будет на вас, кролики, испытываться. Но этих людей высмеивали, оскорбляли, всячески заставляли молчать и так далее, да, это привело, к сожалению, к сотням к тысячам жизней, вот, потери жизни людей, потери здоровья. Мы сейчас видим, сколько людей превратились в инвалидов, сталкиваясь с последствиями вот этого всего. Это, конечно, очень ужасно. Я искренне сочувствую каждому человеку, который просто по своему ну, где-то непониманию, страху, там, еще что-то, да, он просто вляпался в это с разбегу, кого-то, конечно, это не коснулось, и он как-то отделался легким испугом, вот, даже сделав этот неверный шаг. Но, тем не менее, конечно, многие отмечают, что это очень сильно повлияло на них в худшую сторону, и они жалеют о том, что они это сделали. Но этого уже не вернуть, да, и то же самое сейчас. Но смотрите, вот вернусь к тому, что происходит сейчас, да, мы видим обличение этого всего не просто уже какими-то людьми, ноунеймами условно, да, которые там люди, которые, ну, там, не знаю, блогеры какие-то еще, над которыми можно посмеяться, которых можно высмеять, сказать, что да, это дурачок там какой-то местный местный юродивый, не обращайте на него внимания. Нет, об этом говорят очень серьезные люди, да, об этом говорят, получается, там макромиллионеры, такие как Илон Маск, да, Павел Дуров, то есть это достаточно фигуры, которые имеют вес. То есть, понимаете, да, это люди, которые показывают, грубо говоря, и говорят, а вот смотрите, да, тот же самый Дуров, который приехал во Францию и показал на своем примере о том, что, да, стоит там европейская демократия. Это было сделано специально. Не знал он о том, что там его ждет? Да нет, знал, только была договоренность с определенными людьми. То есть он не просто так туда летел, он знал, что ему придется, грубо говоря, потерпеть лишения ради какой-то общей цели, которая есть у него. И эта цель, она завязана с тем, что есть определенная коалиция, да, и в нее входит очень много таких людей, как он, то есть каких-то богатых бизнесменов, да, мультимиллионеров тоже, то есть не все связаны они с глобалами, да, а кто-то где-то даже был связан, но частично развязался, грубо говоря. То есть попадание туда это не 100%, что все он там становится каким-то. Я рассказывала в телеграм-канале о том, как они вербуют, да, что они вербуют людей, что вот ты теперь в нашей тусовке, ты теперь крутой, пока ты в нашей тусовке, да, ты теперь кто-то, и некоторые слабые остаются там, а сильные, у кого есть мозги, да, они из этого всего выруливают, то есть они пытаются слететь с этого крючка, потому что понимают, что это болото, в которое они попали, и если там есть в голове здравый смысл, они понимают, что отсюда надо валить, вот, что это какой-то ад. Вот. Я смотрела, ну, допустим, глобалистические структуры, и
ордена, которые там у них присутствуют, и чувствовала людей, которые там находятся, они разные на самом деле, не все они являются там, я не знаю, всемирным злом, которое хочет покорить все, да, очень многие там из-за разных своих причин, то есть кто-то там просто не имеет, ну, грубо говоря, ни стыда, ни совести, да, и они там только ради наживы, то есть только ради денег, только ради того, чтобы иметь какой-то статус. Кто-то там просто попал туда и теперь не может выпутаться, знаете, это как муха, которая попала в паутину, и она не может теперь из этой паутины вылезти, да, а кто-то, он понимает, что отсюда надо валить, здесь надо что-то где-то там искать людей на стороне, да, с которыми нужно бороться с вот этой вот ерундой, с вот этим пауком и с паутиной, которую он развязал, потому что это просто жесть. То есть это те люди, в которых осталась именно любовь к этому миру, которые действительно, кроме себя, денег там, еще чего-то видят, да, и они ценят этот мир, наверное, любят его, то есть как таковой. И, ну, я не скажу, что они туда случайно попали. Вообще в мире нету, наверное, ничего случайного. Но и я могу сказать, что многие люди, которые пришли сюда, души, да, для того, чтобы перевернуть вот этот мир, и поставить его с ног на голову, да, вот его поставили, и перевернуть его обратно, да, поставить его на ноги, вот. Они проходят долгий путь, и этот путь ведет их конкретно к цели. То есть цель — это смысл жизни, грубо говоря, да, то есть это даже не смысл жизни, это то, зачем сюда душа пришла, то есть выполнить какую-то определенную цель свою для себя, и у каждого она своя. Вот, и они идут по этому пути для того, чтобы прийти к тому, чтобы разрушить. То есть, да, вот ту структуру, допустим, увидеть ее, разрушить, узнать какие-то о ней нюансы и так далее. Вот, в принципе, опять же, я говорила в своих прогнозах ранешних, что многие люди, допустим, те же самые, которые с той же самой вот этой отравой, ширевом имели дело, они сделали это для того, чтобы, то есть вляпались в это для того, чтобы потом рассказать и показать всему миру, обличить это все, да, и сейчас это все активно выходит на поверхность, то есть вся вот эта коррупция, все вот это вот, что на самом деле, да, те самые люди, которые в той же самой Европе всю дорогу орали. Это я сейчас не про обычных людей говорю, а говорю на верхушках, которые вот эти вот сидят, если их можно, конечно, назвать людьми, орали всю дорогу, что мы за мир, за безопасность, за прекращение там вот конфликта, ла-ла-ла, да, а по факту сейчас они делают все, вот абсолютно все, и это уже, по-моему, понятно, я не знаю. Ну, только вот самым, я говорю, упоротым, у кого там от уха до уха, непонятно, что они уже просто, я не знаю, аргументы какие-то из воздуха всасывают для того, чтобы конфликт продолжить. Какие-то абсолютно нелепые свои приводят доводы, почему-то кто-то должен сделать вот то, что они там говорят, то, что они хотят, да, вот, и они говорят, ну вы не делаете то, что мы хотим, значит, вы не хотите завершения конфликта. То есть о каком-то слове компромисс, договоренности, да, давайте обсуждать, речь вообще не идет. То есть идут только ультиматумы, запугивания, ну все, вы нас не слушаете. Это, знаете, вот похоже очень сильно на поведение моего сына, вот ему 6 лет. И я там ему говорю, допустим, нет, там вот так не будет, давай договариваться, давай сделаем как-то по-другому, да, вот, и он такой, нет, вот, если ты не хочешь делать, как я хочу, да, вот, если ты не хочешь там что-то делать, я пойду сейчас что-нибудь там тебе сделаю, да, назло, грубо говоря. Вот, и я говорю, а что это мы с тобой вот в таком вот виде разговариваем, да, то есть мы должны компромисс искать и договариваться так, чтобы мне было хорошо и тебе, а не так, что если ты не хочешь делать то, что я хочу, я пойду сейчас и что-нибудь там тебе разрушу, разобью, там, что-нибудь сделаю, да, то есть это, ну, это не разговор здравого смысла, это поведение ребенка маленького, который не знает, как добиться желаемого.
Вот. И он вот таким вот детским поведением своим на самом деле не ведет к разрешению конфликта. То есть он, наоборот, этот конфликт выводит на еще какой-то более высокий уровень. И сейчас вот то, что мы видим происходит, ну, у политиков Европы, так называемых, это вот такое вот маленькое детское поведение ребенка 5-6 лет. И это, конечно, трэш. То есть, понятное дело, что они таким поведением просто не понимают, как им вот не сказать правду, да, наврать, и при этом как бы вот свои действия как-то объяснить. То есть почему они вот так вот действуют. И сейчас уже, наверное, понятно всем, допустим, вот после стамбульских договоренностей тоже вот одно из моментов обличения таких ярких Европы, европейских политиков, это то, что после разговора в Стамбуле, значит, Трамп поговорил с Путиным, да, потом поговорил со всеми вот этими лидерами Европы, Зеленским якобы тоже, и сказал, что все, мы, значит, будем теперь договариваться о мире, будем искать компромисс и так далее и тому подобное, что ни о каких там новых санкциях речи не идет, там, что сторона России там согласна на какие-то договоренности и так далее. И тут же Трамп это озвучивает, да, то есть и тут же Европа, все вот эти европейские лидеры говорят, мы тут посовещались, Россия, значит, отказывается от того, чтобы вот что-то там делать, причем даже не могут аргументировать, от чего там отказывается Россия, и говорят, мы будем вводить новые санкции. Ну, то есть, понимаете, да, я говорю, это просто бред, то есть они противоречат, ну, не то чтобы сами себе, и сами себе в том числе, но они противоречат тому же самому Трампу, который, допустим, делает объявления, а они делают ровно наоборот. И он же потом говорит, с ЕС вообще невозможно договариваться, и вводит пошлины против ЕС. То есть они сами себя закапывают, они делают только хуже себе своими вот этими выкрутасами, враньем. И люди, которые живут, ну, я не знаю, конечно, может быть, там им и будут дальше обрабатывать мозг, да, будут как-то в ЕС там, я не знаю, СМИ великая сила, да, вот, и так далее. Все вот эти вот, кстати, они тут все вот эти помойки пропагандистские, которые Трамп прикрыл, помните, там вот это вот, они прикрыли вместе с Маском какое-то предприятие, которое якобы помогало там каким-то странам, да, развивать демократию. И это были пропагандистские помойки, которые подрывали власть в странах, которые там всяческие террористические там эти спонсировали, на оружие давали, еще что-то. Вот они это все прикрыли. Там много радиостанций, газет было, вот, помоечных, которые там обрабатывали людям мозг. Ну и что вы думаете, Европа взяла на себя, значит, управление этими помойками, чтобы покрывать расходы, вот, связанные с вот этими вот пропагандистскими помойками. Ну, по-моему, там про Европу все понятно, да, то есть о какой демократии идет речь вообще, в принципе, то есть ни о какой демократии речи нет, идет речь о манипуляциях человеческим сознанием, идет речь о том, чтобы вот людей держать как, ну, даже, не знаю, не за лохов, даже не за баранов, а вообще непонятно за что, да, то есть это какая-то собственность просто, которая должна обеспечивать их хотелки, их какие-то желалки, их какие-то там, вот я тут играю в куклы, сижу в песочнице, да, с Васей, Петей и Урсулой, а вы тут должны все обеспечивать меня игрушками для того, чтобы я ни в чем не нуждался и мог все свои детские фантазии воплощать в жизнь. Ну, это капец, ребятки, полный уже. И, в принципе, я надеюсь, что, ну, я не знаю, как я говорю, опять же, для европейцев, все это выглядит, насколько они это видят, но я думаю, то, что такие люди, как Павел Дуров, да, Дональд Трамп, тот же самый Джей Ди Венс, Рудио, Маск, там, и многие другие люди, достаточно очень знаменитые, начинают говорить вот и указывать на вот эти все вещи, уже должно как-то людей заставлять об этом задумываться, потому что говорит не просто кто-то там, да, а человек, который имеет
большое влияние, голос которого достаточно весомый. Если вы, опять же, сравнение некоторое возьмете, то вы, наверное, увидите, что по сути это та же самая тактика где-то, которая использовалась демократами в Америке при выборах, да, влияние на выборах, потому что когда те же самые республиканцы шли к власти, да, и начинали как-то вот агитировать, там вот эта вся агитация предвыборная, которая превращается в шоу у них вечно, на стороне демократов всегда были всяческие вот эти суперзвезды, всяческие Ким Кардашьян, там все вот эти певички, все вот эти вот люди, которые в итоге там сейчас разборки идут, ну, видео про Пи Диди мы смотрели, нет, там торговля людьми, проведение вечеринок с запрещенными веществами несовершеннолетними и прочее. То есть там достаточно очень веселая история, да, вот в этом вот плане. И эта вся вот эта помойка, она вся говорила о том, какие замечательные демократы. И люди же голосовали за это, потому что какая-то там Ким Кардашьян, да, которая застраховала свою жопу за там 5 миллиардов, она сказала о том, что надо голосовать там, я не знаю, за какую-то правильного там условно Джо Байдена, и люди шли и голосовали за это. Вот. Но потом, когда, опять же, это, я думаю, была организованная акция, и мне это тоже идет, что это была организованная акция, потому что, если вы помните, та же самая вот эта сенсация с Пи Диди, с тем, что там происходило на его вечеринках, где отличились, наверное, все звезды, которые только могли отличиться, да, присутствовали там на его этих вечеринках, они вот это все выстрелило, это все начало распространяться, это был целый, я не знаю, скандалище просто на весь континент США, да, и люди просто были в шоке от того, что все вот эти звезды, каким они там поклонялись, огромной величины, что все они там вот с демократами целуются в обнимку, и что эти демократы говорят о том, что вот все эти звезды за них, и они такие прекрасные люди и так далее. То есть там это внесло очень весомый вклад в то, чтобы республиканцы в итоге победили, чтобы вот этих вот всех ребят подавили. Причем, ну, там, в принципе, и так было все понятно, с учетом того, что, знаете, так называемая церковь дьявола, которая там вот в Америке официально, кстати, да, зарегистрирована, она вся была за Камалу Харрис. Там даже такие были замечательные фотографии, где было написано «Сатана любит Камалу». Ну, в принципе, мы все поняли, да. На этом можно было уже остановиться. Вот такие вот дела, ребятки. И потихоньку, помаленьку, да даже не потихоньку, помаленьку, а сейчас все будет активнее и активнее раскачиваться лодка. То есть лодка до этого потихоньку, помаленьку раскачивалась, а сейчас все сильнее и сильнее. Это вся, вот, знаете, будет галиматья вытряхаться. Это вот образ идет с тонкого, вот есть мешок, да, такой черный, и ты не знаешь, вот знаете, есть кот в мешке, да, ты не знаешь, что в этом мешке, вот он просто черный мешок, там что-то бринчит. И сейчас вот в этом мешке, ну, грубо говоря, сделали дырки какие-то, продырявили, да, его местами, этот мешок, и из него начали вот просто вытряхать все, то есть будут вытряхать из этого мешка очень-очень сильно, чтобы оно вот прям вываливался, чтобы этот кот в мешке вываливался. И там не только кот, но и все вообще, весь мусор, что там вот в этом вот мешке, через вот эти вот прохудившиеся отверстия, все вываливалось наружу, чтобы все наконец-то увидели, что же там на самом деле в этом мешке, потому что им говорили, что это какие-то несмертные сокровища, богатство, там что-то очень классное, крутое, да, а на самом деле там гнутые
крышки от бутылок, вот, всякие ржавый металл какой-то, да, куски металла, всяческий мусор, то есть объедки какие-то, окурки и так далее. И люди начнут это видеть. То есть так или иначе. Хотя некоторые будут в замешательстве, то есть те, которые не будут знать, чему верить, но они затаятся, знаете, вот такие люди, которые очень-очень сильно верят вот в то, что им говорят. Вот им сказали, ты должен вот верить вот в это, и они верят, да, в том, что им говорят. И это, кстати, очень плохо, потому что такие люди, они зачастую не уверены в себе, и им в свое время там сказали, что ты не должен думать, потому что у тебя это плохо получается, и ты должен вот только слушать то, что тебе говорят, и делать то, что тебе говорят, да. Это, опять же, внушение, манипуляция сознанием. Вот, когда человека полностью заставляют отказаться от себя, от своего внутреннего, да, критика, от своей внутренней личности, я бы даже сказала, в чем-то, потому что этот человек полностью теряет свою связь с самим собой и живет только вот тем, что мне вот сказали, что вот это хорошо, вот это плохо, и я так живу, да. И они будут в растерянности, потому что они не будут знать, теперь как я должен говорить и о чем я должен думать, потому что с одной стороны будут одни говорить одно, другие другое, как бы, но люди, которые более критичны, в которых свой вот этот критик не умер, и которые все-таки могут думать, да, где-то умеют думать, у них еще не совсем их сознание поработили, они начнут видеть, вот как просыпаться тоже, но просыпаться не в плане вот как многие из нас проснулись и начали видеть очень много и где-то даже очень широко, а именно просыпаться в плане от вот этого вот тумана пропаганды, и то есть видеть, что вы что нам тут рассказываете, да, ведь все на самом деле по-другому, и то есть они уже будут не верить вот этим там СМИ, каким-то политикам, еще что-то, они будут смотреть на это все и просто уже понимать, что их обманывают в наглую, пытаются им вот какую-то дичь сучить, и они начнут злиться. То есть вот это вот, знаете, гнев такой пойдет изнутри праведный, что вы нас обманываете, вы тут нам, значит, скачете по ушам и так далее. И этот гнев будет все ярче и ярче выходить. То есть они уже будут гнать, они уже будут, вот, знаете, как бы распаляться внутри, и этот гнев направлять на тех, кто замешан в этом. Но это будет, знаете, не гнев в плане там агрессии какой-то, а гнев в плане того, что будут гнать, вот знаете, как гнать поганой метлой. Уходи отсюда, уходи, да, вот ты там пытаешься это делать, ты что думаешь, я не вижу, да, что вы это делаете. То есть люди начнут уже как, знаете, протест какой-то. Я не уверена, что это все будет в виде каких-то массовых беспорядков или еще что-то, нет. То есть это будет что-то другое, вот что-то как по большей степени, вот как произошло в Америке, да, когда вот точка кипения какая-то, вот это вот у людей переросла в какой-то внутренний бунт больше, да, когда люди начали восставать, но восставать именно в хорошем смысле того слова, то есть это там не выход на улицу в агрессии, как вот нас приучили думать о том, что если мы там выйдем на улицу и что-то будем делать, это Сорос и компания, да, а тут именно то, что люди начнут бороться с системой, будут начать как-то вот какие-то общественные организации собираться, будут начинать протестовать там, допустим, против каких-то школьных правил, родители начнут там где-то восставать против каких-то правил, начнут об этом говорить в обществе, то есть общество начнет раскачиваться, но по-другому, то есть начнет вот в хорошем смысле где-то там суды, где-то еще что-то, то есть именно как отстаивать свои позиции, люди начнут объединяться. И это, конечно же, будет колоссальное давление на тех людей, которые сидят у той же самой власти. Нет, даже не в Европе идет. Как будто вот
именно которые на верхушках власти, то есть именно те люди, вот как глобалисты, на которых все работают, то есть те же самые вот эти европейские так называемые лидеры и прочее, то есть уже будет на основных бенефициаров вот такое давление, и я, наверное, очень хочу на это посмотреть. То есть я прям хочу это увидеть, но почему-то мне больше идет, что это будет не этот год, а больше следующий. Как-то в следующем году это будет как-то уже нарастать какой-то вот такой вот, как, ну даже не кома, вот это вот недовольство, да, какое-то вот это вот в каком-то виде по большей степени мы увидим это больше в 26-м году. Как это будет происходить? То есть вот какой-то резонанс будет очень-очень сильный. Особенно вот в Европе. Как будто люди будут вот прям вот, знаете, как отторгать вот то, что происходит, будет отторжение какое-то очень сильное внутри стран Европы многих. Просто отторжение от того, что вот даже как-то от территории, от страны, да, как будто вот там как сама территория, и она отражает того политика, который сидит в этой территории, то есть законы какие-то, правила, там еще что-то, да, вот. И вот эта территория, на ней наложено вето тех людей, которые на ней правят. И люди вот как будто отторгать будут вот именно как-то территорию. Я не знаю, как-то... Я даже не знаю, что это может быть. Вот идет, какие ощущения идут, то и говорю. Но это не уезд из страны, это не что такое. Как будто вот земля это одно, вот земля, как знаете, есть песня Люман, там есть фраза одна: «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». И здесь вот что-то вот типа того же будет, то есть вот как будто вот территория, как ну не знаю, страна, земля, на которой ты рос, да, как родина твоя, вот страна, вот как бы родина это одно, да, и ты вот эту землю любишь, но вот то, что вот как знаете, как гетто какое-то, то есть которое вот как государственные правила, вот это вот все, да, то есть это не относится к территории, это не относится к земле, к родине, а это относится к какой-то госструктуре, которая вот тебя как ошейник какой-то хотят рабский надеть, да, что-то вот такое, и вот к этому отторжение будет идти, очень-очень сильное, причем это люди, то есть, знаете, здесь даже не дело в каком-то государственном строе, а это как вот это вот гетто, да, какое-то, это как намерение нескольких людей, то есть намерение каких-то определенных людей, это будет отторжение вот этого гетто, вот этих намерений. То есть как будто им будут говорить: уходи отсюда, уходи, ты там какой-то там, ну, условно, там, позорник, там, уходите отсюда, то есть гнать прям будут. Но это на уровне вот какого-то... Я не вижу, чтобы они ушли на самом деле. Не вижу, я вижу только столкновения. Но я не скажу, что вот прям там какие-то перевороты или что-то еще видится, нет. Ну вот какая-то, знаете, в кастрюле кипит вода, да, и вот какая-то вот бурлит что-то внутри, вот как бурление какое-то идет. Оно не кипяток, но вот оно бурлит там внутри, все, как недовольство какие-то бурлят вот в обществе. Вот это больше идет. То есть, но гады сидят на своих стульях, но общество бурлит. Вот как-то так, ребятки. Так, ну я уже очень много всего наговорила. Наверное, буду на этом закругляться. Знаю, что как бы сейчас очень мало роликов выходит про саморазвитие. Вот, я их выпускать буду. Пока что вот мне больше идет, чтобы что-то говорить вот про происходящие события. Но если вы хотите, кто-то из вас, да, вот вам не хватает роликов про саморазвитие, то можете присоединиться к Солнечному клубу. Там мы постоянно говорим о саморазвитии. Сейчас очень интересная тема проходит. Я уже который раз рассказываю о психологических защитах с точки зрения не только там какой-то психологии, но и тонкого планового зрения, да, то, как я вижу вот эти процессы, как они связаны с подключками, то есть как наши внутренние процессы
защиты психики, связанные напрямую с подключками, и как мы даже сами не замечаем, как некоторые программы, то есть которые в нас вкладывают, да, они начинают запускать защитные механизмы, которые просто пытаются вот удержать нас в балансе, вот, несмотря на эти негативные программы. То есть и когда мы избавляемся от вот этих негативных программ, тоже об этом там рассказываю в стримах в солнечном клубе, о том, как мы избавляемся от вот этих вот негативных программ, и вот эти вот наши защитные механизмы, они начинают как бы ослабляться в плане того, что не такая нагрузка на организм, они начинают расслабляться, и мы больше синхронизируем связь свою между душой, телом и сознанием, то есть мы больше становимся самими собой. Также я там рассказываю о том, каким образом по большей степени нам разрывают эту связь, как ее восстановить. На данный момент это самая вот актуальная тема последних стримов. В общем, очень интересно, ребята все в восторге, потому что очень многие говорят, что находят в этом себя, наконец-то понимают, где у них есть какие-то негативные программы, где они как реагируют, то есть и они говорят о том, что им это очень сильно помогает найти себя, почувствовать себя, понять себя, да, какие-то свои чувства, ощущения и так далее. И таким образом это помогает им в работе над собой очень-очень сильно. Ребята меняются, шире смотрят на мир, они как раз-таки могут теперь увидеть моменты, связанные с тем, что почему так или иначе ведут себя какие-то их знакомые, родственники и так далее, как на это реагировать, то есть что на самом деле скрывается за тем или иным поведением людей. И, конечно же, это очень-очень сильно помогает в жизни, потому что когда ты понимаешь, допустим, причины поведения там где-то своих, где-то других людей, это помогает тебе эти моменты контролировать, то есть и понимать, насколько, допустим, поведение человека, с которым ты общаешься, касается тебя, либо же это его собственные проблемы, да, в его подсознании, то есть в его каких-то внутренних комплексах, в его внутренних каких-то ощущениях самого себя и так далее. И ты уже можешь там не просто, допустим, как-то обидеться или принять это на себя, но и помочь попробовать этому человеку. Это, конечно, бесценно, то есть бесценные знания, которые я сейчас даю в своем солнечном клубе. Ну, а на этом у меня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.